Оп, вот так. Сейчас поедем к нашему подписчику знакомиться. Взяли немного гостинцев с сада. Повезем. Так, а вот строительство нашего моста. Получается, одну опору залили, заливают вторую опору, и потом, я так понимаю, уже будет монолитный мост. Будем надеяться, к Новому году будет. Но пока дождей сильных нет. Вброд проезжать возможно без проблем. Программные вон такие, да. Я с ними вожусь. Ага. Как с детьми, как с детьми. Хочешь посмотреть? Пойдем посмотрим. А кто там плавает? Уточки, да? Нет, во. А, рыбки, ничего себе. Да, рыбки. Вот это красота, смотри, какая красота. А вот это бананы у нас, видишь, растут. А, рыбки плавают. Ну, у вас мандаринки еще зеленый. Или это сорт такой поздний? У нас начинают Банан там закрывай. другие Ага. деревья, да. Начинают, да? Прикольно. Ага. Смотри, там рыбки какие, Тась. Да, вон там и большие есть, потихонечку достанешь. Укрывать, да, надо? Ну, а виноград же все укрывают так же. Виноград растет, и это Да, мне тоже кажется, и киви будет. у нас первый урожай. А, вот киви, да? А сколько ему лет? Ой, не знаю, 3-4. 3-4, да? Вон киви висит небольшой. Ого себе, это у вас. Сколько тут территория? До елки. А вон даю. До елки, да? Ого. Саженцы везде. Уже понабухали, вот видишь? Почечки, да? Ой, это персик, да, похож? Это плоский. Это плоский. А, такие, да. Ага. С инжиром, да? Да, с инжиром. Ага. А вот это яблони красный внутри, как свекло. О, класс. Это Класс. Red Cat И называется. растет, да, здесь? И листья у него красные. Это, Угу. да, и Интересно. Есть у меня, да. Угу. Могу один подарить. Вот они. Вот они яблоки, видишь, Да, какие? да. Красиво.
какой-то новый сорт, да, красный мгм. внутри. Бушмала есть? Мушмула? У нас плохая, да, Настя, какая-то? Могу саженец дать. У нас какая-то она болеет, я не знаю почему. Ее надо, наверное, обрабатывать, потому что у нас была, мы ее спилили тоже. Она вот вся чернеет. Вот она вроде это и чернеет сразу, да. Вот тут у нас саженцы. А вот саженцы, видишь, тут растут. Там еще и полоносые. Но пока туда придет. А вот, видишь, вот эти колючки мы прививали в этом году. Вот они. Вот она, эта А. тряпка, рассаживаем. Ага. Видишь, пленкой замотана. Это вот Ага, это прививка уже, да? прививка, да? Весной будем открывать и пойдут уже Ага. ну, вот эти почки. Ага, здорово, здорово. Называется он карлик. А карлик Да. У нас варенье делают. Ага. Очень много, вот там мандарин померзли почему-то большие. Ну как большие, он их просто обстригает. Ну в этом году вот какая-то аномальная зима была. Видимо, и у вас Да, тоже, да. да? Хоть много снега не было, но мороз Тут был. вот не померзли, а вот туда дальше Мгм. Да, померзли мандарины. Там может- сосед дал земли. Ага. Ну, так. Вот смотри, смотри, как она чешется об эту павлонию. Вот это хряки, смотри, какие огромные. Ой, как дикие кабаны прям. Смотри, под ноги чуть-чуть грязь здесь. Вкусно пахнет, да. Вкусно пахнет, да. А тут, а ты прочти, эти глазастые, там что написано. Апель Апельсин этот цител. цители. Цители, да? Апельсин цители. Красный. Вот это карлик мандарин. Вот такие крупные. Ага. Мороз выдерживает практически до 10. И очень хорошие. Вот это еще мандарин карликовый. Это чиното итальянский. Типа как кумкват. Ага. Очень красиво кустом растет. Это больше как декоративный, да? Это можно в горшок посадить. Ага, ага. А вот апельсин тарок. Вот тоже у него такие пестрые листья. А, тоже такие, как с белыми Да, это окантовками, да? тарокко, да, апельсин. Красиво очень. Еще раз шагвинелем. Сан Гвинеум. Вот то, Сагвинем. что у меня там в плодах стоит. А, это который вот вы срывали, запах такой, да? Да, который один плод висит. Ага, Вот ага, тут. ага. Тоже такие у него пестренькие листики. Апельсин Вашингтон. С пуповиной. С пуповиной. А, Вашингтон. Да. Давно Здорово. мы его искали. Да, да. Что? Мы только слышали, что есть такие сорта у соседей, но на самом деле у них обычные, да? Без вот этой попки. Я так Да, понимаю, да. отличается самое главное вот эта попка, как Вашингтона нету косточек. нету косточек, ну. Мясистый. Рука Будды, это что, апельсин? Это помело вообще-то. Помело, да? Вот так растет, вот как рука. О, ничего себе. Это у вас в начале не она, которая? Не, ухода. Какой-то, видишь, экзотический Такой сорт. корень интересный. Корень. Ну вот он, видишь, в сторону, потому что от Ага. прививки идет. Да. Это помело Ага. Андерсон. Памела Андерсон? Да. Ничего себе. Не узнаю ее в гриме. Вашингтон ремонтанты. Надо же, я такого никогда не видел. Это хорошо, когда круглый год. Да? Потому что всегда хочется, когда их нету. А потом, когда их много, уже... А, грейпфрут. Да. Сорт этот тункан. Они еще тоже... Сорта есть, да, у них разные? Вот это Тункан. нет, вот тот грейпфрут.
Ага, А вот это карлик мандарин. карлик мандарин. Да, вот случайно попал. Вот сюда. Это, хотите, это еще Вот есть сюда. сладкий лимон. Сладкий лимон? Сладкий как Что мед. такое бывает? Ничего себе. Да, в салаты режут. У меня и у моего детства. Да, такое никогда не видели, да. По-моему, итальянский сорт, да. Ничего себе, сладкий У лимон. нас в этом году он не зародил, в том году были. Вкусный, да? Ну уж просто... Прям как мандарин, да? А говорит, невкусный. Я говорю, а мне нравится сладкий. Интересно. Ага. Лимон, да? Вот это надо, дичка, вот это обрезать. Вот. Ага, ага. Секатором сделаем, да. Ну, из них это лучше. Ага, ага. Вот это что надо обрезать. И, Ага. и все вот эти, вот, в принципе, на Вот так, да, все обрезать? 50% оставите от, Ага. от прививки. Ага, 60% остальное убирать, да? Ветки вот эти вот, которые снизу, нет? Их Тоже, оставляем? вот это, например, 60%. Вот. А, вот так. Так, Да, ага. да. Ага, ага. Все сверху порезать. Все Это красота. Вообще. Вот это да. Вот это будет сад у нас через 3 года. Мне кажется, не узнаем. Ну да. Да. Вот это сад мандариновый, апельсиновый, лимонный. Кираджи, мандарин. Из него очень хороший Варенье. варенье, да, очень хорошее? Мгм. Да, интересно растет, видишь, как листики. Мгм. Вот так вот, стройные такие вверх. Это ранний сорт мандарина. Кованасе. Ковановасе. есть еще окицовасе, Ага. мягававасе есть. Это премиум сорта. Этих васев много. Угу. Но это лучший из них. Угу. Здорово. Особое внимание стоит ему уделить. Да. Лучшее место. Ага. Есть два сорта. О, нифига себе, это ежевика такая? Да, да. Смотри. Смотри, мало, вы еще мне... Вот завес. Вот. Вот, ежевика. Ого, такая крупная. Ноябрь месяц. О, круглый год. И в январе придешь плода. Чая. Угу. Она вот это вот такая вот. Да. Вот такая. Длинная, да? Сантиметров вырастет? 5, наверное. Ничего себе, в ноябре месяце ежевика, Да. такое точно никогда не видел. Куча завязей. Вот она, смотри, какая молоденькая. Какой-то, ну, сорта уже не помню. В общем, Бесшипный вот он, ремонтантный, да? Да, одна не такая колючая, а вот та, которая... Ну да, вот у нее вообще шипов нет. Вот. Да. вот так колючая, но у нее мало колючая. Угу. Ничего себе, вот это ежевика. А это да, что это? Кого это называется? Альби. Ай, где там у меня? Ага, Кинза пахнет, да. да, Может его с земляком взять сюда, нет? закапывай. А это другой сорт клубники, да? Это крупная сердцевидная Ага. Азия. А у Азия? У нас в России была Азия, да? Ранняя и Ага. очень сладкая. Ага. Идут, они все молоденькие, вот такие белые Ага, корешки, а это уже... Не, ну пускай он как будет Да. матка, а мы потом, да, его... это уже второй год, ему уже 2 года, наверное. Мгм. Вот такие должны быть, видишь, Молоденькие. как борода, Ага. да. А Ага, вот это. Вот такие. ага. В сезон тут вообще цветет все. Да, она и сейчас, он что, зима через месяц, да, а все. Ноябрь месяц, они вон пошли расти. Не знают, что скоро зима. Ну да. Да, это какая там зима. Ну да, тут зимы так одно Вот название. чинота, вот. А вот чинота, смотри, вот побольше который. Ага. Еще плодов не было на нем? Вот бергамот, мама. А, ага. Вот это лайм.
Ага. Это который лайм. похож. Который мы пахучий брали, да? Да, вот это лайм. М. Ежевику Ляня Да, натыкали. ежевику намного лучше. Ежевику может чуть-чуть. Сами обрежут. Сейчас подожди, чтобы же это все упаковать как-то. Так, у меня тоже какие-то мешочки есть. Сейчас. Сюда можно, да, поближе подъехать? Давай, давай, давай. Что-то, да, вот это мешок. Да, нелегко. Да. Так, вот здесь работа. Хорошо, это приятная работа. Все равно чуть подрезать, я думаю, ничего, погнуться, если даже. Вот так. Ручка, отойди оттуда. Расскажите просто, ну, чем вы занимаетесь, в какие страны доставляете саженцы и как у вас заказать? Страны в основном Украина, Молдова, Казахстан, немножко и Россия. Вот. Занимаемся цитрусами, в основном разные сорта есть. Мгм. Вот. Жена очень помогает. Я сам мало работаю, все это жена. Хорошо, молодцы. А как вот надо написать вам или как узнать, какие сорта, цены? Это Ну, по WhatsApp можно. По WhatsApp можно написать, да? Да. У меня, не знаю, может 50, 70, 100 сортов. да, ну сами все видели, да, какой Да. ассортимент там. Да. То есть в описании мы оставим ваш WhatsApp, да, по нему можно будет связаться с Кобой и уже запросить более подробную информацию. Пожалуйста. Так, не замерзли? Наш саженец вроде нет. Так, это в конце Так, теперь будем разбирать наши мешочки драгоценные. Наверное, начнем с карликового мандарина, потому что их тут больше всего. Ими мы планируем в основном посадить Рядом с нашу домом. придомовую территорию, да, потому что они невысокие, не будут закрывать ничего. 8, 9, 10, 16, 17. 17 у нас карликовых мандаринов. Есть? Давай мне одну бирочку сразу. Мгм. Такую. 17. О, какая классная бирка мы заказали с Китая. Да. Она такая фольгированная, и для нее специальная ручка, которая вот так вот делает. Заказали год назад. Да, Открыли. только открыли. Ну Да, хорошо, что только есть что открывать. пригодилось. Да. Мгм. Давай на один привяжу куст. Так, ну слишком затягивать его не будем, потому что ствол уже будет расти. Поэтому вот так сделаем. Дадим ему место для роста. И вот так на листике будет висеть, я думаю, да? Мгм. Первый есть. Так, это у нас мандарин Кираджи называется. У нас их 4 кустика. 4-5. 5 кустиков. Так что давай нас подписывай и кладем. Так, нам еще порекомендовали 60% сверху обрезать. Нет, 60% оставить. То есть 40% обрезать.
Ну, макушку прищепить. Да. Чтобы лучше принялся. И хвостики вот эти. Крысиные. Крысиные. Да, тоже убрать. Так, решили, у нас такая солнечная погода сегодня, поэтому корни, которые мы уже отсортировали, сейчас поставим ведерко с водичкой, ну, чтобы они у нас не пересохли, пока мы все это подписываем. И продолжим дальше. Так, давай апельсин, да, теперь? Продолжаем с апельсинов. Апельсин красный. Красный. Да. Тут 2 корня таких мощных. Вот апельсин. Какой? Тарокко. Тарокко. Да. 1, 2, 3, 4. 4 их. Это сладкий сорт кровавого апельсина. Родом из Италии. Ну, итальянцы. Тоже красный. Коллекционеры. Так, следующий у нас пропустили мы еще мандарин. У нас есть Кувано Васе называется. Тоже карликовый. Каких только нет сортов. Ну да. Так, сейчас Сколько? посчитаю, сколько у нас штук. Тут лучше каждый подписать. 9, 10. 10. 2 лимона сангвиниум. Лимон сангвиниум. Смотри, насколько правильно это я сказал. 3 куста. Сангвиниум. Угу, Да. все правильно. Это редкий сорт Мгм. лимона, который является гибридом лимона и сладкого апельсина. Ну, интересно. Сладковатая мякоть с пониженной кислотностью. Ага. Давай, следующий. Лимон, рука Будды. 1, да? 1. Лимон сладкий просто, 3 штуки. Ага. Лимон и все? Нет. Вот лимон еще, бергамот. Лимон бергамот. Да. Это тот запашистый бергамотовый чай. 1, да? Кажется, я так приду. Да, 1. Ага. Грейпфрут Дункан. Мощный какой, большой. Лимон Чинотто. Интересно, листья у него такие. Да, Я бы очень никогда не сказал, красивый. что это лимон. Если бы не знал. Будем делать итальянскую газировку Чинотто. Да. Интересно, как она будет на вкус. То есть в интернете ищет не Чинотто лимона, а ищет напиток. Даже Ага. супер популярный. Обалдеть. Да, мы такого даже не знали, что есть такой сорт, да? Ага. Кумквата. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ого. Так, и еще у нас было помело 2 штуки и лайма 4 штуки. Вот все мы поставили в воду, чтобы корни не сохли. Так, и решили начать наши посадки с ежевики. У нас ее два сорта, она вся ремонтантная. То есть вплоть до ноября Да, дает даже вот такие ягодки крупные есть. ягодки. То есть один сорт без шипов, другой сорт с шипами. Ну, мы видели, как они растут. Даже Да, они успели все попробовать. Успели попробовать, и они все увешаны прям ягоды. Да. Поэтому здорово. Сейчас, я думаю, выделим 2 полоски, да? Одна будет одного сорта, другая. И потом в дальнейшем, как они подрастут, наверное, будем делать шпалеры им, чтобы уже их красивенько подвязывать, чтобы удобно будет собирать их. А пока пойдемте найдем место для них. Так, выбрали мы место для ежевики. Вот здесь вот будем начинать ряды делать.
Здесь хорошо солнышко попадает на эти участки, так как ежевика любит солнечные места. Вот этот орешник ряд мы будем убирать. Они, на самом деле, сорт этот не очень. В основном какие-то больные, пустые. И когда их принимают в пунктах приема орехов, их не очень любят. И цены, бывает, занижают. И здесь вот от мандарина вот так вот отступим. Вот будет первый ряд ежевики, так как у нас 2 сорта, как уже сказали. И отступим где-то 1,5 метра. И будет уже второй сорт ряд. А сейчас хотим пройтись газонокосилкой и убрать вот эту вот траву, которая наросла, чтобы удобно было копать, размечать. Я буду косить, Тарас будет копать. В общем, приступим. По ежевике у нас получается 2 сорта бесшипной и 4 сорта с шипами. Мы их разделим по разным рядкам. На месте этих колышков будут в дальнейшем столбы, и по ним будет натянута шпалера. Будем подвязывать их сюда. Поэтому пока задача нам посадить все это. Готовлю 6 лунок, а Настя будет сажать. Лунки делаю на расстоянии 2 метра, чтобы можно было рукава от одного куста, от другого пустить на метр в сторону. То есть получается, сам куст будет сюда метр и сюда метр. И будем его растить вверх. Я думаю, в принципе, должно быть неплохо. Так, а я вот привезла компост с нашей компостной кучи в огороде. Здесь у нас от курей опилки с куриным пометом. Они уже пролежали где-то несколько месяцев, может быть 3, может больше. Уже перегнили так достаточно. Поэтому я не думаю, что будет что-то там обжигать. Почитали, что так можно делать. Очень много в нем червей в этом компосте. Соответственно, здесь много питательных веществ для молодых саженцев. И где-то по лопатке будем добавлять в ямку и перемешивать хорошо с землей. Так, а сейчас мы будем сажать клубнику. У нас 2 сорта. Займем вот 2 грядки. Под 1 сорт займем 1 грядку. Потом будем усами дополнять, если не хватит кустиков. И вторую также.
Сейчас посмотрим, поделим, посмотрим, что там у нас, сколько их штучек. Вот так поделим. Так, вот у меня получилось 5 кустиков. Будем сажать их 2 ряда. Ну а потом дополним грядку весной, когда они начнут пускать усы. И будем дополнять, дальше продолжать ряды. А пока вот 5 штук посадим. К сожалению, день световой сейчас достаточно короткий, поэтому удалось посадить только ежевику, клубнику. И, возможно, сейчас успеем 3 куста инжира посадить. А все остальное сейчас прикопаем эту грядочку и будем уже завтра отсюда брать и потихоньку рассаживать, чтобы они хорошо себя чувствовали. Потому что в воде, мне кажется, будет им не очень хорошо. Поэтому сейчас землю чуть отодвинем, вот так плашмя все положим и закопаем. А еще забыли про инжир. Еще вот белый инжир нам дали. Так, 3 саженца получается. Так, и мушмула 2. А, нет, мушмулы 3 тоже. Вот сейчас хочу ими заняться и их высадить.
Сегодня продолжаем посадку молодых деревьев. Тарас вот уже начал копать лунки. Сегодня мы хотим посадить, по крайней мере планируем посадить все вот мандарины-карлики. Вот здесь вот рядом с домом. Тарас будет копать, ну, по той же схеме. А я буду в лунку чуть-чуть сыпать компоста, перемешивать, готовить чуть-чуть корни. Что ты меня перебиваешь? Немного обрезать корни. Блин, он меня сбивает. И немного обрезать корни. Так. Он не перебивает и говорит, что между лунками 3 метра. Да, между лунками сделали 3 метра. Хоть они и карлики, но карлики это как? Они, наверное, метров 2 будут в высоту, я думаю. Да нет, он вроде... Ну, наверное, да. Если... Еще хотим сделать ровные линии относительно дома. Отмерили расстояние 7,5 метров. И вот в эту линию будем сажать каждые 3 метра. Старые деревья потом уберутся, а те новые, которые посадили, вот, например, оливка, сейчас мы ее пересадим вот сюда, где лопата. То есть у нас она тоже будет каждые 3 метра. И так пойдет рядок до конца, до фихуа туда. И потом влево мы отступаем 2 метра и в шахматном порядке рассаживаем следующий ряд.
Так, а вот это у нас остаток апельсин, который у нас перенесем мы на завтра. А завтра у нас уже будет 4-й день посадки. Поэтому решили сделать им вот такую глубокую яму в тенечке тут и прикопать их, чтобы они до завтра себя хорошо чувствовали. А вот здесь, с другой стороны дома, планируем высадить 6 кустиков кумквата. Так, ну а сегодня уже шел 4-й день посадок. Осталось высадить только апельсины 4 сортов, 14 кустов. Планируем разместить их вот на этом склоне, на нашем. Но прежде чем сажать, нужно тут все почистить.
Итого за 4,5 дня мы полностью обновили свой огромный сад. Посадили 82 корня. Это различные сорта мандарин, апельсин, лимонов. И еще инжир с мушмулой и ежевикой. Спасибо огромное Кобе, Светлане и Алене за поддержку и подаренные растения. А вам за то, что были с нами до финала.